Коллеги, всех приветствую, с вами Александр, вы на канале «Давай запишем». Сегодня вашему вниманию знакомство со студийным конденсаторным микрофоном Behringer TM1. Начнем, пожалуй. Первое, что хочется сказать, так это то, что нечто подобное мы пару лет назад уже обозревали. Правда, называлось оно несколько иначе. Ну а чего тратиться на всякие изыскания и выдумывания, правда? Что-то пошло не так, меняешь название и вперед. Браво, Ули. Так держать. Так вот, тот самый Tennoy TM1 нам вполне нравился за свои деньги. Теперь мы видим то же самое, только под другим названием. И очень хотелось бы понимать, что теперь мы можем получить за те же почти 10 тысяч рублей. Именно во столько Behringer оценил свою новинку. Стало ли хуже, лучше или все осталось на своих местах? Будем выяснять. Кстати, если еще чуть копнуть историю, то доберемся мы и до, так сказать, исходного файла, с которого все и началось. Внимание! Референсом и для Tennoy, и впоследствии для этого Behringer был избран Rode NT1A. И это было не случайно. Самый ходовой, самый продаваемый, самый популярный. И что не говорите, и как не защищайте господина Behringer, но это его фирменный прием, который работает, черт побери. Пожалуйста, вот вам еще пару картинок с примерами, как надо работать, чтобы не платить дизайнерам. Улыбайтесь, перед вами 85-й. Где, поменяв местами цифры, можно нечаянно подумать, что это что-то до боли родное и знакомое. А вот вам и 770-е подъехали, также раня в самое сердце всех почитателей байеров. Ну и до полного комплекта давайте еще и слово Bigfoot на русский переведем. Хотя, что там переводить, и без этого все откровенно видно. Вот так, друзья, товарищи. Ладно, опустим эти нюансы, давайте к делу. Перед нами образец стоимостью 20 тысяч рублей и его копия, которая дешевле в 2 раза. По характеристикам микрофоны также выглядят как единый продукт. Оба имеют позолоченную диафрагму в 1 дюйм, оба однонаправленные, без аттенюатора и среза частот, частотный диапазон 20-20 тысяч, динамический у обоих 132 дБ, вес 350 и 330 граммов, что тоже почти одинаково. Ну и, наконец, укомплектованы они совершенно идентично. Кстати, когда прощупывал эти микрофоны и чтобы не переставлять стойки и не возиться с пауками, попробовал воткнуть Behringer в роудовский подвес. Ребята, он зашел туда как родной. И даже резьбу перерезать не пришлось. Что ж, все это очень хорошо, и даже скажу больше. Мы готовы закрыть глаза и на буквы, и на цифры, и на бренды, лишь бы достигалась главная цель каждого домашнего звукорежиссера, блогера или музыканта, то есть качественный материал на выходе. Для этого нам с вами пора переходить к тестовой части и внимательно послушать, как эти микрофоны поведут себя в работе один относительно другого. Послушаем речь, запишем гитару, что-нибудь споем и в итоге придем к какому-то выводу. Студийный конденсаторный микрофон Tennoy TM1 с кардиоидной диаграммой направленности позиционируется как универсальное решение, одинаково хорошо подходящее для записи и вокала, и различных акустических инструментов. TM1 имеет капсуль с большой 1-дюймовой позолоченной мембраной и высококачественный бестрансформаторный предусилитель. Предусилитель построен на компонентах премиум-класса и отличается крайне низким уровнем собственного шума. Также TM1 имеет широкую 20-20 тысяч Гц и ровную частотную характеристику и динамический диапазон в 132 дБ. В комплект поставки Tennoy TM1 входят качественный антивибрационный подвес с интегрированным поп-фильтром, 6-метровый кабель с разъемами XLR и пылезащитный чехол.
Ангелы, мы не умеем обманывать время. Оно не ждет, все ускоряя бег. Но когда от биения сердца ломаются стены, обычный вдох может тянуться век. Я кометой свалился за шиворот всем океаном. Я пересек танец сплошных полос. Я такой же, как ты, одинокий, счастливый и странный. Я твой ночной звонок, словно сигнал СОС. Итак, товарищи, вот вам наше заключение. Behringer на фоне Роуда показал себя несколько более грубым и неаккуратным, что ли. В частности, среднечастотный диапазон имеет какие-то лишние добавки, из-за которых общая картина звука в некотором роде удешевляется. Плюс был замечен тот момент, что в процессе добавления-убавления чувствительности периодически появлялись какие-то посторонние звуки в виде щелчков, что может указывать на некие проблемы в схеме питания. Не исключаю, что это, возможно, единичная проблема экземпляра, но что есть, о том и говорю. Однако, друзья, объективно, этот микрофон своих денег стоит точно, учитывая то, что это не только микрофон, а еще и подвес, поп-фильтр и кабель. Причем все достаточно в аккуратном исполнении. Так что в целом рекомендацию можно назвать положительной. А если есть какие-то другие мнения и замечания, пишите, будем обсуждать. Что касается NT1A, то это все-таки фамилия с большой буквы. Это ни на кого и никогда не меняемая Австралия, и если при стоимости в 20 тысяч рублей количество его продаж меньше никак не становится, это говорит о доверии пользователей и проверенном качестве. На этом будем закругляться. Всем спасибо за внимание, оставайтесь в компании с нами и до новых встреч. С которого, собственно говоря, собственного. Да что ж такое-то? А ты не останавливайся, я прямо сейчас отсюда же и поедем. Это вот я напелся в Behringer, он мне так понравился, что прям язык заплетается.